Что общего у африканского беспредельщика и северного демона? В дикой природе они никогда не встретятся, но в комментариях под моими видео их битва идет уже давно. Медоед против росомахи. Кто из них на самом деле самый бесстрашный хищник среди куньих? На одном конце планеты – росомаха, хозяин тайги, тундры и вечной мерзлоты. Зверь, который способен отобрать добычу у волков и пережить самые суровые зимы Земли. На другом конце света – медоед, легенда африканских саванн. Хищник, который без колебаний вступает в конфликты с леопардами, гиенами и даже львами. Один считается самым бесстрашным зверем Африки, другой – самым свирепым обитателем Севера. Но если бы эти два бойца оказались друг напротив друга, кто вышел бы победителем? Кто сильнее? Кто опаснее? Кто лучше вооружен? Сегодня мы разберем этот бой раунд за раундом. И в конце попробуем ответить на главный вопрос. Кто победит в битве самых бесстрашных куньих? Раунд 1. Размер и масса. Первое преимущество становится заметно сразу. Росомаха значительно крупнее. Крупный самец способен достигать 20 килограммов веса, иногда даже больше. Для представителя куньих это настоящий тяжеловес. Медоед выглядит гораздо скромнее. Большинство взрослых самцов весят от 9 до 14 килограммов. На бумаге разница кажется не слишком большой, но для хищников это огромный разрыв. Дополнительные килограммы означают больше мышц, более мощную шею, более сильный захват, более тяжелые удары. Если сравнивать исключительно физическую мощь, преимущество остается за росомахой, но медоед отвечает другим козырем. Его тело компактнее, ниже к земле, подвижнее в ближнем бою. Там, где росомаха пытается подавить соперника массой, медоед делает ставку на резкие атаки и постоянное движение. И все же первый раунд остается за северным хищником. Размер в мире хищников имеет огромное значение. Но действительно ли лишние 6 килограммов способны решить исход схватки? Или среди куньих размер значит гораздо меньше, чем принято считать? Раунд 2. Сила против живучести. Если говорить о грубой силе, росомаха живет в мире, где слабость не прощают. Мире экстремальных морозов, глубокого снега и постоянной нехватки пищи. Чтобы выжить здесь, нужно быть невероятно сильным. Мощные лапы помогают ей перемещаться по снегу. Массивная мускулатура позволяет переносить тяжелую добычу. А сильные челюсти способны разгрызать толстые кости крупных копытных. Но медоед отвечает не силой, он отвечает живучестью. Его кожа стала настоящей легендой. Толстая, грубая и невероятно свободная. Если хищник хватает медоеда зубами, бой вовсе не заканчивается. Медоед способен буквально развернуться внутри собственной шкуры и нанести ответный удар. Для многих противников это становится неприятным сюрпризом. Но кожа – лишь часть его защиты. Высокий болевой порог, феноменальная выносливость и способность продолжать бой даже после серьезных ранений сделали медоеда одним из самых неудобных соперников в животном мире. Получается необычная картина. Росомаха лучше наносит повреждения, медоед лучше переносит повреждения. Но что опаснее в настоящей драке – умение бить или способность продолжать бой после удара? Раунд 3. Почему они стали такими? На самом деле, эта битва началась тысячи лет назад. Просто происходила на разных континентах. Росомаху создали морозы. Северный лес не прощает ошибок. Здесь выживают только самые сильные, самые выносливые и самые настойчивые. Каждый кусок пищи приходится добывать с огромным трудом. Каждая зима становится испытанием. Каждый день может оказаться борьбой за выживание. Именно поэтому росомаха превратилась в мощного универсального бойца, сильного, выносливого, способного использовать любую возможность. Медоеда создала совершенно другая среда – Африка. Континент, где опасность может ждать буквально за каждым кустом, где рядом живут львы, леопарды, гиены, крокодилы и десятки видов ядовитых змей. Здесь недостаточно быть просто сильным.
Здесь нужно быть настолько неудобным противником, чтобы с тобой никто не хотел связываться. Так появился медоед. Зверь, который сделал агрессию своей стратегией выживания. Один стал воплощением силы, второй – воплощением неуступчивости. И теперь возникает вопрос, кто из них оказался лучшим творением своей среды? Раунд 4. Челюсти против брони. Главное оружие росомахи скрыто в ее пасти. Ее челюсти способны дробить толстые кости крупных копытных животных. Но особенно интересен один анатомический секрет. Верхний плотоядный зуб росомахи развернут почти под прямым углом. Он работает как природные кусачки. Этот зуб помогает разрезать сухожилия, отрывать замерзшее мясо и раскалывать кости там, где многие другие хищники оказываются бессильны. Для большинства животных такой укус становится катастрофой. Но проблема в том, что медоед – не большинство животных. Лучшей защитой медоеда считается именно его кожа. Толстая, плотная, свободная настолько, что многие укусы просто не достигают жизненно важных органов. Если противник хватает его за шею или спину, медоед все еще способен развернуться и нанести ответный удар. Получается любопытная ситуация. Лучшее оружие росомахи сталкивается с лучшей защитой медоеда. Но здесь возникает вопрос: как победить противника, который словно специально создан для того, чтобы его было невозможно удержать? Раунд 5. Когти против когтей. Оба бойца вооружены превосходно, но используют свои когти совершенно по-разному. Когти росомахи созданы для силы. Они помогают удерживать добычу, разрывать туши, прижимать противника к земле. Это инструмент контроля, инструмент давления, но медоед отвечает собственным арсеналом. Его передние когти достигают 5 сантиметров длины. Они невероятно толстые и прочные. Настолько прочные, что позволяют разрушать твердые термитники и выкапывать глубокие норы. В бою эти когти превращаются в настоящие кинжалы. Каждый удар способен оставить глубокую рану. Если росомаха пытается зафиксировать противника, медоед старается непрерывно наносить новые повреждения, поэтому в ближнем бою оба зверя остаются одинаково опасными. Если бы вам пришлось выбрать только одно оружие для такой схватки, что бы это было? Сокрушительная сила или постоянный шквал атак? Раунд 6. Интеллект и тактика. Многие считают, что подобный бой будет решать только агрессия. Но в природе побеждает не самый злой. Побеждает тот, кто лучше использует свои возможности. Росомаха известна своей расчетливостью. Она умеет ждать, умеет экономить силы, умеет использовать ошибки противника. Нередко она предпочитает не лезть напролом, а действовать методично и настойчиво. Медоед выглядит совершенно иначе. Его стратегия основана на постоянном давлении, постоянном движении вперед, постоянном поиске слабого места. Он словно проверяет противника снова и снова, пока не найдет возможность для атаки. Именно поэтому многие хищники предпочитают просто оставить его в покое. Не потому что боятся погибнуть, а потому что понимают, этот бой может обойтись слишком дорого. И здесь возникает интересный вопрос: кто опаснее? Боец, который никогда не отступает, или боец, который знает, когда нужно атаковать? Раунд 7. Кто безумнее? Теперь начинается самое интересное – характер. То, что невозможно измерить килограммами, сантиметрами или силой укуса. Росомаха давно заслужила репутацию одного из самых смелых хищников северного полушария. Существуют многочисленные наблюдения, когда она отгоняла от добычи рысей, конфликтовала с волками и даже пыталась противостоять медведям. Для животного такого размера подобное поведение выглядит почти невероятным. Но медоед пошел еще дальше. Если росомаха рискует ради еды или территории, то медоед иногда выглядит так, словно вообще не признает понятия опасности. Его замечали рядом со львами, рядом с леопардами, рядом со стаями гиен. Он регулярно сталкивается с ядовитыми змеями и зачастую первым идет на конфликт. Конечно, медоед не побеждает всегда.
но почти всегда заставляет противника дорого заплатить за любую победу. Именно поэтому многие африканские хищники предпочитают просто не связываться с ним. Не потому что боятся проиграть, а потому что не хотят получить тяжелые травмы. По уровню агрессии преимущество остается за медоедом. И это первый раунд, который он выигрывает уверенно. Но возникает главный вопрос. Кто первым поймет, что цена победы слишком высока? Ответ может оказаться неожиданным. Вероятнее всего, никто. Раунд 8. Выносливость. Любая драка длится минуты. Но настоящие бойцы создаются условиями, в которых живут каждый день. И здесь преимущество снова начинает переходить к росомахе. Этот зверь способен проходить огромные расстояния по глубокому снегу, иногда десятки километров за сутки. Он постоянно патрулирует огромные территории, может неделями искать пищу, может выживать там, где большинство животных погибнет от голода и холода. Его организм рассчитан на долгую тяжелую работу. Медоед тоже невероятно вынослив. Но его образ жизни совершенно другой. Он исследователь, разрушитель нор, охотник на мелкую добычу, специалист по коротким и очень интенсивным столкновениям. Если бой затянется надолго, преимущество постепенно начинает смещаться в сторону росомахи. Большая масса, больший запас энергии, более мощная мускулатура – все это начинает играть роль. Если этот бой продлится не минуты, а часы, кто начнет уставать первым? Раунд 9. Реальные подвиги. Чтобы понять вероятный исход такой схватки, стоит посмотреть на реальные достижения обоих животных. Росомаха регулярно вступает в конфликты с волками. Иногда ей удается отгонять от добычи сразу нескольких конкурентов. Для животного ее размеров это выглядит почти невероятно. Она известна своей настойчивостью. Если росомаха решила получить тушу, она может преследовать противника очень долго. Медоед отвечает собственным списком подвигов. За десятилетия наблюдений ученые и фотографы неоднократно фиксировали случаи его столкновений с леопардами, с гиенами, с крупными питонами и даже со львами. Да, чаще всего он не убивает таких противников, но зачастую заставляет их отказаться от нападения. Получается удивительный парадокс. Росомаха чаще демонстрирует силу, медоед чаще демонстрирует бесстрашие, и оба заработали свою репутацию абсолютно заслуженно. Кто впечатляет больше? Зверь, способный отобрать добычу у волков? Или зверь, который заставляет отступать львов и леопардов? Финальная схватка. Росомаха или медоед? И вот теперь мы подходим к самому интересному. Представим нейтральную территорию. Ни снегов, ни саванны, ни преимущества для одной из сторон. Только два самых бесстрашных представителя семейства куньих. Они замечают друг друга. Остановка, оценка, напряжение. Росомаха видит противника меньше себя. Медоед видит очередного противника. И именно в этом заключается разница их психологии. Так, кто же победит? Если отбросить легенды, интернет-мифы, эмоции и оставить только биологию и анатомию, росомаха, она тяжелее, сильнее, обладает более мощной мускулатурой, лучше приспособлена к силовому противостоянию. В большинстве гипотетических поединков именно росомаха должна побеждать. Но существует одна причина, по которой этот вывод никогда не будет единогласным. Имя этой причины – медоед. Животное, которое превратило сопротивление превосходящему противнику в настоящее искусство. Даже проигрывая, он способен нанести серьезные ранения. Даже уступая в силе, он способен заставить врага заплатить огромную цену. Именно поэтому итог этой битвы нельзя назвать разгромом. Это не нокаут, не легкая победа и не односторонняя схватка. Скорее, тяжелая победа по очкам. Кровавая, изматывающая, добытая буквально зубами и когтями. Северный демон против африканского берсерка, лед против солнца, сила против ярости. И, возможно, именно поэтому природа никогда не позволила этой встрече состояться. Но теперь главный вопрос переходит к вам. А вы согласны с таким вердиктом?
Или считаете, что мы недооценили одного из самых бесстрашных зверей планеты? Напишите свое мнение в комментариях и обязательно расскажите, какую битву животных вы хотели бы увидеть в следующем выпуске. А если вам нравятся такие документальные фильмы о дикой природе, не забудьте подписаться на канал. До встречи в следующем поединке.